Михаил Алексеевич отдыхает, устал человечище. Все, у нас уже закончили, друг Ирай ушел. Огромное спасибо вообще и жене за ее терпение. 2 дня. 2 дня он у нас много часов проводил. Вот. Сейчас напишу сообщение благодарственное. Ему мы уже сказали спасибо, жене тоже еще благодарственное сообщение напишу. Очень у нас классные друзья, любим их всем сердцем. Угу. Мы с Алексеем собрались ужинать, друг ушел. Мы даже не предложили ужин. Вчера мы совместно ужинали с его семьей. И мы. Но сегодня у нас ничего свежего нет. Мы доедаем все остатки. У меня тут, как называется, соус. Соус десями, вот. Алексей доедает фрикадельковый суп, дети доедали дымламу. Кстати, подогреть они, наверное, не доели. Надо кушать ее тоже, да? У нас салаты здесь. В общем, нам приятного аппетита. Кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Всем доброе утро. Привет, доброе Олег. Утро. У нас готовится завтрак. Я сварила детям и Алексею манную кашу. Это Олегу. Олег сходил уже с утра за хлебом на велосипеде. Он съездил. Не на велосипеде, а пешком ходил. Пешком ходил? Да. Мишина кашка и Алексея каша. Надо сейчас еще сливочное масло по кусочку положить каждому. Я кашу не ем, поэтому сварила всего 3 порции. Я кашу не ем, потому что, как вы помните, я на диете. Сыр Олег достал, тостовый. Сливочное масло, хлеб режет и овощи еще помыл. В общем, ребятам приятного аппетита, а я сейчас подумаю, чем мне позавтракать. У нас отличная погода, но хочу вам сказать, что на ночь мы уже закрываемся. Не так уж-то и жарко. Ночью прохладно уже. Вот. Стали одеваться. Раньше, если полностью, практически полностью раздетые спали, то сейчас уже надо одеваться, потому что холодно. И укрываться тоже надо. Так что впереди зима. Нам надо будет еще с Алексеем... Алексей, привет! Привет! Нам надо будет еще с Алексеем подумать об организации отопления. Электрического, я имею в виду конвекторы или что-нибудь, панели какие-то. В общем, будем думать. Вот, если у кого-то, я знаю, что у нас есть подписчики, живущие в Турции, если у кого-то есть какие-то интересные мысли, пишите, пожалуйста, нам в комментариях. Мы рассматривали вариант инфракрасные обогреватели полов, которые работают исключительно под коврами. Ковров у нас нет, купить, в принципе, их не проблема, но поскольку у нашей дорогой любимой подруги Сардинч аллергия на ковры, а мы достаточно часто общаемся, практически каждый день, это означает, что мы не можем приобрести ковры, поэтому эта система отопления для нас не подходит. Вот, Алексей думал про масляный фильтр, про масляный обогреватель, но наш друг из Украины, электрик, не рекомендует масляный обогреватель. В общем, мы пока в раздумьях. А у нас отличная погода. Посмотрите, какое замечательное море. Солнечная погода. О, мужичок бегает, какой молодец. А мы бросили, лентяи. Мужичок в оранжевой кофте. Не нашли это, друг? Леш, посмотри. Где это? Вот бежит, вот. Похож? Не знаю. У него есть оранжевая майка. Алексей немножко окна уже приоткрыл. Достаточно тепло дома. Короче, в солнце светит, тепло, порой даже жарко. Солнце садится, прохладно. В море тоже уже прохладно. Но море еще на момент съемки 22 октября не такое холодное, как вода в реках России, скажем так, в летний период. Вот. Но уже не парное молоко. Как-то так, друзья. Купили мы клей. На сдачу купили мороженку. Фруктовый лед. Клей в Турции называется замк. Я трясу вас, наверное, сильно.
Клей-карандаш вот такой вот, называется стик. Так что покупать надо стик. Это Вот. стикмен. Это Я пытался сказать замк Калем, что означает клей-карандаш, как его в России называют. Меня не поняли. А когда я прочитал на коробке стик, они сказали: о, yes, АБХС, держите, возьмите, пожалуйста. Вот так вот. И мы прям с трассы прямиком идем на море. Сейчас на другой пляж, куда редко заходим. Там, кстати, были шезлонги, да? О, смотрите, прям кусты стоят с мандаринами. Сейчас я переключусь. Смотрите, сколько мандаринов висит. Вообще, это продаются, видите, они в горшках. То есть люди заказывают и просто покупают уже готовое дерево с мандаринками. Стоп, а так оно еще может расти? Конечно. И Они еще же его, вот это пластиковый горшок снимают и сажают в землю, и оно продолжает расти уже у тебя в огороде. Или там ты в кадушку можешь на балконе, например, поставить. У меня дедушка, аккуратно, Миша, сажал в огороде лимон. Ну там много чего он сажал. В Баку очень хорошо тоже все растет, такие деревья. Вот. И ему так жалко было этого лимона, что он взял этот лимон в кадушку и притащил домой. Поставил на балконе. И он на балконе рос лимон. Единственное, вместе с лимоном домой пришли еще 1000 муравьев, которые жили на этом дереве. И приходилось с ними периодически бороться. Как-то так. О, соседний комплекс обновляет все. Эти балконные ручки в пластике, как там, в пленке. Красят вот уже раз, два, четыре этих дома покрасили. Даже 5-й уже с одной стороны покрашенный. Раз, два, три. 4-й покрашенный. Чуть я со счета сбился. Доктор Михаил. Обезьянка. Ладно, вот она уже. Выход, или даже выезд здесь на набережную. Ты тут ходил хоть раз, Михаил? Угу. А Олег? Да, я помню. Ходил. Мы ходили один раз в море так. Буквально один раз, да, мы ходили по этому месту. Кстати, я видел, когда ты ехал на велосипеде, ты вот тут приезжал. Да, один раз я тоже проезжал здесь. Я видел. Я по заборчику вон там вот узнал. Ага. Пойдем купаться. Вот такая птичка здесь гуляет, невеличкая. Разновидность цапли это или что-то, непонятно. Прям стоит, никого не боится. Спустилась в воду, да, она? Она на камнях стояла, туда спрыгнула вниз. Не, вон, конечно. Голова торчит еще, да? Давай там будем купаться. На камни положим все свое и пойдем. Зачем? Он уже шезлонги положим, да пойдем. Ну, я вот тут по камням. А что, какая радость здесь на камнях? Все, пойдем. Пойдем. Видишь, на камнях можно навернуться. Ладно, пойдем. Давай, поднимайся обратно, там вон вода откуда-то льется. Пойдем по этому, как белые люди, по асфальту. Вот такое сегодня ласковое море. Совсем мы прям подошли вплотную к нему. Тихое такое. Пойдемте вещи бросим на лавочку, да окунемся. Классное море. Сегодня у нас какое? 22 октября, да? Да. Сегодня по радио слушал приложение, что в Москве уже снежок ложился когда-то тут ночью. Люди на машине ехали и было скользко. Да, папа, мы тут ночью ходим.
Да. Вы спрашиваете, что здесь делать в Турции? А ничего делать и не надо. Кстати, папа, вот это... Короче говоря, я вышел первым, а папа с Мишей все еще барахтаются в воде. Не знаю, я в реках не купался. Вернее, я, конечно же, был в детстве когда-то в реках, но так вот... Сколько? Сзади меня стоит термометр, показывает 34 градуса. Так, ну так вот. Я хоть и был на реках, но я в них не купался так. Я максимум, что делал, это просто окунался и выходил, и все. Прям как сейчас. А Миша с папой нравится. Вот они и плавают. Сегодняшний улов достаточно тяжелый, хотя мало. Болгаре бы такую сетку ловили целиком. Она была доверху забита этими рапанами. У нас их было очень много, потом их там варили, готовили и так далее. Я никогда не ела рапаны. Не ел? Не нравится мне. Я мидии обожаю. Миди, да, миди тоже ловили. Но там миди мелкие были, они такие вкусные, но и очень много песка в них было еще в этих мидиях. Да. Я еще помню, мама рапану в горячей воде парила сколько-то времени. А потом, Да, там несколько они открывались. несколько секунд, да, и они открываются. Короче, Я помню, мы мидии в этом, сейчас проходили мимо термометра, за время нашего купания похолодало на 2 градуса. Время сейчас 2 часа дня. Мы когда пришли, было 34 градуса, потом 33, а сейчас 32. Папа, Так что мы сейчас уже идем, уже холодрыга, можно сказать. в Лазаревском мидии ели, я помню. Ой, в Лазаревском отличные мидии были. Просто супер. Да. Там вот так вот открываешь, выдираешь и соевый соус. Молодец. Так. Закидываем рапаны. Слушай, может прям в сетки их закинуть? М-м. А то сейчас разбрызгаются. Все-таки засунем это. Вы показали, да, что рапанов наловили? Да. Так. Упс. Время засекаем. 35 минут. 2 минуты держат в кипяточке наши рапанчики. Потом мы их будем оттуда вынимать. Блин, надо было вытащить. Такс. Ауч, ауч, ауч. Я же сказала, надо было прям сеткой. Засекаем 2 минуты. Я бы даже меньше засекла, честно говоря. Тинкс. Сейчас покажем результат. Включи холодную воду, Олег. Так, включаем холодную воду. Холодную туда, к стене. Не надо так много включать. Еще включи. Вот, все. Так, прошло 2 минуты. Выливаем воду. О, поварились они. А дальше смотрите, друзья. Сейчас покажем. Так, сейчас я отойду. Вот рапанов как-то маловато их стало. А мы их остужали, не помнишь, Леш? Не помню. Что-то они же вообще-то горячие. Ауч, где они там? Эй, выходи, подлый трус. Блин, разучилась рапаны варить, прикиньте. Может, их дольше надо было держать? Не выходят, их дольше надо было держать, ёшки-матрёшки. А что теперь делать? Еще раз будем класть? А я даже не знаю, что уже воду вылила. Блин. Сейчас не паникуем. Я еще сама не знаю, получилось у нас или нет. А ты уже панику наводишь. Пап, загугли, пожалуйста. Я смотрю уже. Не, она не выходит, надо еще варить. Ёшки-матрёшки. Кипяток нету?
В этом в чайнике очень быстро кипятится вода. Электрическом. Что делать? Кто знает, что делать? Никто. Как давно мы не были в Болгарии? Я не знаю, что делать, но я кипячу новую воду. Понятно. Позже покажем, что у нас получится, Получится в ли следующей... вообще, или мы их все-таки выкинем? Да. Так, друзья, у нас некоторые получилось. Давай я скажу. Значит, смотрите, друзья, я их 100% не доварила, но некоторые выходят, видите? Вот так просто ножом надавливаю, чик, и она выходит. Вот здесь вот нежная часть, я ее, как правило, очищаю. Здесь есть еще желудок у рапанчика. Вот, оставляю только... вот здесь еще это крышечка, тоже ее убираю. И оставляю только вот эту вот мясистую часть. Соответственно, вот это вот то, что можно есть. Вот, некоторые рапаны у меня вышли, но некоторые не хотят выходить. Я думаю, что их все-таки варить надо 3-4 минуты. Я отварила их 2 минуты, этого недостаточно. Упс, не отрвется мясо. Короче, ладно. Первый улов комом. О, видите, вот так легко должно выходить. Удаляем вот это. И вот здесь вот еще, это типа печени, что ли. Мы ее никогда не кушаем, мы ее просто вот так выковыриваем. Оставляем эту, тоже убираем. Крышечку. И оставляем только вот эту вот мясистую часть. Почему я не стала варить дольше? Потому что я побоялась до резинового состояния довести рапаны. Мама, ничего больше не надо? Сейчас можно есть? Что? Сейчас Нет, можно конечно, готовить надо. Ты что? Понятно. Вот вышел рапанчик, видишь? Щик. Угу. Ну так, много достаточно повыходили, да, Миш? Угу. Немного нет. Вот где-то вот Ну, столько. некоторые нет, да. Выходило, все остальные вышли. Ну, я посчитал, их было 20 штук. 20, да? Да. Короче, вот эта мягкую часть просто она легко отходит, а мясистая вы ее просто так не порвете рукой. И вот бугорок это печень, мы ее не едим. Не знаю, может кто-то ест, я знаю, но мы нет. Ладно, я не буду больше, наверное, шпарить. Как вы считаете, ребята? Кого шпарить? Пап, шпарить еще или уже не надо больше? Ну, половина вышла, половина нет. Тогда еще раз ошпарю. Я смотрю, какую тетку смотрю, она их 3 раза, короче, моет, доводит до кипения, Вот так. доводит до кипения. Друзья мои, смеюсь прям не могу аж. Намочи тряпку. Посмотрите, как сильно малоежки хотят сожрать этих рапанов. Короче, да, я не доварила, моя ошибка, и теперь Алексей их разламывает пассатижами, долбит, Бедные. и достаем таки все равно. 3 приема, короче. Первый прием сразу вышли, вон те лежат. Да. Потом большая часть вышли во вторую, после второй обварки. После второй обварки, да. А третий слишком сильно оборван этот... Сама эта... Сам рапанчик слишком сильно оборванный, тело у него все изрезано ножом, и поэтому уже не за что цепляться там, да? Да, да, и поэтому вот их приходится долбить этим. Пассатижами бьешь, она раскалывается, раковина, и все. Какая вот это? Вот это. Не, она маленькая, она не расколется. Хаммер нужен. О. Хаммером мы тут этот соседей. Раскололась? Да. Как сильно малоежки хотят сожрать такие этих рапанов. Как же мы по ним соскучились. Болгария 2018. Рапаны мы ели десятками килограммов. И 17-я тоже, Болгария тоже. 17-я тоже, да. Всех, короче, мы их выловили.
Вот, короче, наш улов. Что мне нравится... Мишута, не надо, положи, пожалуйста. Бросай в раковину, в ведро. Что мне нравится в нашей... Давай сохраним. А там остались Они, жопки, да, и всё. жопки остались, они завоняют. Что мне нравится в нашей кухне, так это то, что здесь, смотрите, все единым сплошняком. Мы можем вот здесь мусор делать, а потом хык туда. И тряпкой прям брать и все туда, короче, сбагривать. Мне это Мишаня, очень что ты очень понес? нравится. Одну раковину понес? Нет, пассатижи твои. Столешница каменная, ничего не набухает, все тут можно заливать прям водой. Вот это мне нравится. Да, Леш? Ага. В общем, почистишь. Ты помнишь, как их чистить? Я вообще не помню, как чистить их. Ну, Поэтому этот, надо почистить их, да. Пока Олег не ушел с мусором. Да. В общем, эту нежную часть отрывай, и там будет бугорок, печенка, которую мы тоже Я не их кушаем. вообще не отличаю одно от другое. Сделай, пожалуйста. И Олег сейчас пойдет сразу мусор отнесет. Я только руки помыла. Я сделаю так. Не надо. Почему? Потому что надо быстро. Все, ладно, займусь сейчас вот этими рапанчиками. Эти уже чистенькие. Их можно уже готовить и есть.